Всем привет! Вы на канале Шерхан Крипто, и это третий выпуск новостей в Кудос. Сегодня мы с вами поговорим о последних новостях, новых партнерствах, запуске распределительной платформы и интервью Пита Хилла. Для начала давайте поговорим о том, что такое Кудос. Кудос поддерживает метавселенную, объединяющую DeFi, NFT и игровые возможности для реализации концепции децентрализованного Web3, позволяющего всем пользователям извлекать выгоду из роста сети. Кудос – это блокчейн уровня 1 и вычислительная сеть уровня 2, управляемая сообществом и предназначенная для обеспечения децентрализованного, неограниченного доступа к высокопроизводительным вычислениям в масштабе. Собственный токен Кудос является источником жизненной силы сети, а также предлагает высокую годовую доходность и ликвидность для стейкеров и держателей. Общедоступное облако, в том виде, в котором оно существует сегодня, принадлежит всего 3 компаниям. Эта высокоцентрализованная облачная модель сталкивается с рядом проблем. Подрывные сбои могут привести к отключению ключевых служб на несколько часов из-за единственной точки отказа. Проблемы устойчивости возникают из-за потребления энергии, воды и электронных отходов. Проблемы с задержкой из-за расстояния между центром обработки данных и конечным пользователем. С помощью своего распределенного облачного рынка CUDA Compute решает эти проблемы, предоставляя эффективный, надежный и экономичный способ подключения покупателей и продавцов вычислительной мощности. CUDA Compute позволяет компаниям и частным лицам более эффективно находить и использовать вычислительные мощности, преодолевая присущие локальным и централизованным облачным средам ограничения. При запуске CUDA Compute предлагают удобный облачный сервис, позволяющий находить и использовать вычислительные машины, размещенные у широкого круга поставщиков центров обработки данных по всему миру. Ключевые особенности включают в себя высокопроизводительную инфраструктуру, доступ к процессорам последнего поколения, высокую безопасность, решение в один клик для бизнеса. Copernic Space и Sphera демократизируют доступ к космическим данным с помощью CUDA Compute. Copernic Space и Sphera будут совместно работать над проектированием и разработкой новых предложений данных, максимизацией потенциального охвата клиентов данными и открытием новых возможностей для приобретения продуктов компаниями и организациями по всему миру с использованием технологий блокчейн. Компании будут работать над системой доставки данных, которая интегрирует инфраструктуру данных Sphera с технологией токенизированного рынка Copernic. Это позволит пользователям быстрее и дешевле получать данные из нескольких источников, обеспечить более универсальный подход к доступу и настраивать доступ к данным и запросы на закупку. CUDA Compute – централизованная облачная сеть в партнерстве со Sphera и Copernic Space обеспечит распределенные вычисления, а также дополнительную гибкость. Результаты этого сотрудничества установят стандарты доступа к этим космическим активам, их приобретением, использованием, а также продажам в будущем. Panchaya объединяется с NVIDIA и CUDA Compute, чтобы предоставить устойчивое и масштабируемое решение для растущих рынков мировых вычислительных потребностей. Panchaya предоставляет высокопроизводительные графические процессоры и специализированные серверы, необходимые для выполнения передовых вычислительных задач, таких как глубокое обучение, нейронные сети и 3D-рендеринг в реальном времени. Работа с Panchaya и NVIDIA, CUDA Compute ускорит свои усилия по обеспечению будущего интернета с помощью распределенных облачных вычислений, помогая центрам обработки данных перерабатывать свои резервные мощности. Платформа CUDA Compute станет первопроходцем в устойчивом и эффективным способом масштабирования мировых вычислительных данных. С этим дополнением к постоянно растущей сети партнерств и альянсов Кудос, амбиции компании по развитию 3D-интернета получили еще один значительный импульс. Пит Хилл, вице-президент CUDA по продажам, говорит: «Это захватывающее время для CUDA, поскольку мы следим за запуском нашей основной сети, блокчейна с нашей будущей децентрализованной облачной платформой CUDA Compute. Это невероятное сотрудничество поможет воплотить в жизнь наше видение устойчивого и взаимосвязанного мира». Вице-президент по продажам CUDA Compute Пит Хилл появился в эфире City AM с монологом про будущее метавселенных. В своей речи он отметил, что создание захватывающей дух метавселенной потребует увеличения существующих вычислительных мощностей. Intel уже предсказал, что иммерсивное интернет-видение метавселенной потребует в 1000 раз больше вычислительной мощности, чем у
нас есть в настоящее время. Решить эту проблему, просто строя новые центры обработки данных, окажет огромный вред для экологии планеты, так как до недавнего времени биткоин и эфириум потребляли больше энергии, чем весь Таиланд. Пит предложил следующие пути решения этой проблемы. Прежде всего, отрасль должна лучше использовать существующие возможности на глобальном рынке центров обработки данных. В настоящее время у нас есть ситуация, когда загрузка в некоторых центрах обработки данных составляет всего 60%. Второе. Создавая централизованные возможности облачных вычислений, можно также решить проблему задержки в сети. Отказ от крупных гипермасштабируемых провайдеров с центрами обработки данных, сосредоточенными в небольшом количестве мест, откроет возможности развития метавселенной для многих других игроков и создаст новую, более справедливую экономическую модель. Несмотря на растущий общественный интерес, до сих пор до конца непонятно, какую форму примет метавселенная. Недавний запуск Open Metaverse Alliance объединил ряд платформ метавселенной и опор Web3, включая Animoca Brands, партнера CUDA, для обеспечения открытого, инклюзивного и децентрализованного развития метавселенной. CUDA присоединился к усилиям по созданию действительно открытой метавселенной с масштабируемой и безопасной сетью блокчейнов и недавно запущенной распределенной облачной платформой. Это важно, так как метавселенная является большим бизнесом, а мы все еще находимся в начале пути. По данным Bloomberg, к 2030 году метавселенная предложит рыночные возможности на $800 миллиардов. OMA3 подчеркивает, что мы должны заложить открытость и инклюзивность в самые основы метавселенной. CUDA поддерживает эту идею с помощью своей облачной распределенной платформы CUDA Compute. CUDA Compute позволит нам удовлетворить огромные вычислительные потребности метавселенной, не полагаясь на централизованных поставщиков. Одной из уникальных особенностей недавно запущенной платформы CUDA Compute является торговая площадка, которая позволяет поставщикам со всего мира присоединяться и монетизировать свои свободные серверные мощности. Торговая площадка позволяет поставщикам монетизировать свободные ресурсы для оптимизации возврата инвестиций и увеличения доходов. В то же время пользователи по требованию могут удовлетворить свои точные вычислительные потребности оптимизированным и экономичным способом. В настоящее время центры обработки данных имеют неиспользованный парк серверов, стоящих на стойках или в хранилище, и ожидающих клиентов, которые придут и купят их или арендуют. Если они соответствуют требованиям, они могут быть бесплатно размещены на торговой площадке CUDA Compute. Присоединяйтесь к революции, чтобы создать более справедливое облако, которое демократизирует вычисления, передавая права собственности всем и позволяя им получать выгоду от роста сети. Станьте поставщиком, чтобы монетизировать свободные мощности, станьте покупателем и получите выгоду от разнообразия оборудования по конкурентоспособной цене. И оставьте свой отзыв, чтобы помочь расширить маркетплейс. Исходя из всего то, что мы сегодня с вами обсудили, можно сделать вывод о том, что CUDA продолжает расширять свою линейку партнерств и уже предлагает готовое решение, платформу, которая соединяет поставщиков и покупателей облачных серверов. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, до встречи!